Вот такой вот мини-ПК. Боже, какой он белый, как он бликует. Вот так вот, наверное, не знаю, как лучше. Но это мини-ПК, который в Китае без памяти, без SSD можно привезти сюда за $128 без растаможки. Объясню. Это, вот конкретно это Ryzen 5 2500U. Да, это старый мобильный процессор, но это лучше, чем Intel N100 серия. Вот это вот Intel N95, Intel N100, N150. Во-первых, двухканальная память, поддержка NVMe. И еще и, честно говоря, цена даже подешевле, ну или приблизительно такая же. Вы получаете уже 4 ядра, 8 потоков, в отличие от Intel N серии, где там 4 ядра, 4 потока. Вы получаете за те же самые деньги более лучшую производительность, Vega 8 графику и двухканальную DDR4 память. О, на секундочку, это уже интересно, потому что этот мини-ПК мы не позиционируем не как игровой, хотя мы на нем в Tomb Raider старенький поиграли, Half-Life 2 и Hearthstone с танчиками можно старыми поиграть, либо блицами, да, там. Мы не позиционируем его как мега, там, супер, топ, мощный ПК, нет, это мини-ПК для работы, развлечений, потому что на нем можно посмотреть кино и видосики, да, это факт. Мы это протестируем и можно поработать с социальными сетями, с таблицами, с документами, с таблицами, ну, кстати, работает лучше, чем Intel N100 серия, потому что в таблицах он Recalculate Monte Carlo тест проходит за 2,63 секунды, а, допустим, Intel N100 60 секунд. То есть тут разница велика. В общем-то, что я предлагаю сейчас? Мы сейчас его распакуем, потом, ну не распакуем, я вам покажу, что внутри, потом посмотрим, сколько он стоит, где я его покупал, и, конечно же, потестируем и сделаем выводы. Так, смотрите, как он выглядит. Я вам скажу так, я его уже тестировал, но давайте так. Два USB Super Speed, это USB 3.2, HDMI, DisplayPort, LAN RJ45 на гигабит и разъем питания. Здесь у нас тоже два Super Speed порта, есть 3.5 под наушники. Я вам скажу сразу, я его разбирал уже, конечно же. Я установил сюда, ну изначально он мне пришел без памяти. Что приходит, я, честно говоря, не знаю, потому что лучше здесь взять что-то бэушное на DDR4, чем потом тратиться на, вернее, чем потом купить какую-то китайскую память. Давайте я сейчас SSD-шник сниму. SSD-шник я тоже ставил свой. В принципе, смотрите, здесь я поставил вот такой вот Qtion, неплохой, хотя это 512 NVMe Express. Вот этот вот адаптер я бы сразу под замену. Это Wi-Fi 5, очень старый адаптер, честно говоря, он с Wi-Fi 7 роутерами не очень хорошо работает. В принципе, плата достаточно нормальная, охлаждение не шумное, сверху тут цветная такая фигня, короче, светится, мне не нравится. Вот так вот выглядит он внутри. Теперь по блоку питания. Сейчас вам покажу. Блок питания у нас 19 вольт. Ну, они, видите, они номинально декларируют, что сюда нужен блок питания. Ага, вот, смотрите. 19 вольт 3,42 ампера. Это на R5 2500U. Модель K15-3. Ну, есть как есть. А теперь дальше. Что у нас еще есть в комплекте? У нас есть наушники. Внутриканальный, не знаю зачем. Ну, вот этот переходник, он не нужен никому. И есть вот такой вот HDMI кабель. А больше ничего в комплекте нет, поэтому я уже готов идти дальше его тестировать. Так, посмотрели. $128 42 цента. Неоднозначная, не конечная цена. Эта цена, в принципе, с помощью промокодов, если вы на aliexpress.com закупаетесь, в описании под видео есть эти промокоды. Но, смотрите, можно купить, допустим, 8 гигабайт DDR4, это будет 177 на 128 NVMe. Допустим, в Украине я купил память очень дешево на OLX, и NVMe-шку тоже могу. Я просто использовал одну из своих, я Qtion, да, использовал там 512. Но можно сразу купить, например, 16 DDR4 на 512 за $223. А можно и процы поменять. Например, за 145 можно Ryzen 7 2700U взять. Либо уже пойти по третьей серии. Ryzen 7 3750H можно взять за $177. Это уже дело ваше, выбирать вам. Но, опять же, я могу вам сразу сказать, что модуль Wi-Fi я бы менял сразу.
Вот менял бы сразу, потому что с Wi-Fi 7 эти модули нормально не работают. Мультипортовые, все нормально, до 4 ГГц, это все я могу подтвердить. Поддерживает 2 монитора, Bluetooth, конечно же, ну и он охлаждается даже более-менее, но не для видеомонтажа. Опять же, это сейчас опять проакцентирую внимание, потому что я буду на этом акцентировать внимание дальше, и все это покажу вам уже в своем обзоре. Давайте, пошли тестировать, а потом сделаем вывод. Так. Ну, ноут-то мы включили, мы его настроили. Давайте посмотрим на... Ой, ноут, господи, ноут, мини-ПК. Смотрим, адаптеры гигабитный. Что у нас тут за видеоадаптер? Ну, здесь Vega 8 графика. Процессоры Ryzen 5 2500U, 8-ядерный. Или сейчас посмотрим, сколько там потоков. Сколько у нас... А ну, давайте CPU-Z. Это будет, наверное, более информативно, чем смотреть на все вот эти вот показатели того, что там стоит. Итак, это 4 ядра, 8 потоков, само собой. Raven Ridge, о боже ты мой, 15 ватт, да ладно. Память я поставил двухканальную, у нас DDR4 8 гигабайтная, я добавил просто так, чисто для тестов. Графика, опять же, Vega 8, давайте пробенчим сам процессор. Слушайте, ну за такие деньги, в принципе, это вот очень даже неплохо. Так, смотрим. Да, низковат показатель такой, знаете, 2000, ой, 1500. С чем его сравнить? 8 ядер, 4 ядра, ну Core i7. Вот, это вот уровень Core i7 по многоядерности, по одноядерности еще ниже. Core i7 2600 я имею в виду, оно 8350. Это вот где-то приблизительно 8350 4-герцовый. AMD 10 уже так, в принципе, в многоядерном проигрывает, но там и ядер меньше. Либо очень быстро, очень близко, это AMD FX 9590. Ну, в принципе, рабочая лошадка, от нее там и ничего другого и не требовали бы. По поводу SSD. Конечно же, SSD пришлось поставить свой, имеется в виду, что я удешевлялся и брал подешевле. То при установке нормального SSD мы с вами видим скорость 2,95 гигабайт на прямом чтении на 3,32, то есть у нас запись 2,98, 2,97, 2,95 и 3,33-32 гигабайта чтение. Это очень хорошая скорость для PCI-Express 3 шины, но у нас там стоит PCI-Express 4.0, X4 диск на стандарте NVMe Express 2.0. Слушайте, вот здесь неплохо, вот совсем неплохо. По результатам теста PCMark 10 тут все в принципе понятно было, что монтировать видео на этом точно нельзя, потому что на лету 15 всего лишь FPS, рендерить и визуализировать такое тоже, а вот фото поредактировать, пожалуйста, редактируйте, можно спокойно работать. Также можно работать нормально с табличками, потому что это все-таки Ryzen, даже несмотря на то, что это совсем бюджетный Ryzen. И у нас можно работать с таблицами, с документами. Кстати, Recalculate Monte Carlo тест 2,9 секунд, это лучше, чем, например, на Intel N150, на котором это занимает там 60, например, секунд. Старт закрытия приложений вполне приемлемо, видеоконференц-связь тоже спокойно работает, но только по Face Detect, если работает не на аппаратном, а на CPU, то 8 секунд. Ну, такое себе. Хотя, в принципе, для чего нам Face Detect? И, в принципе, у нас анимированные объекты на сайтах 292 FPS, 60 FPS картинки на просмотре ShopView, и у нас все форматы видео 30 FPS держались до 4К. Кстати, 4К можно, в принципе, проверить. Но меня интересует чуть другая картинка. Меня интересуют его температуры, как сделано охлаждение, и максимальные частоты. Максимальная частота, которую достигали, так, 3589, сейчас смотрим, 3591, это мы фактически должны посмотреть с вами. Вот здесь сейчас пиковое значение словим. 3591 максимально, ну, слушайте, фактического выше, чем 3591 я не вижу. 3592. 3592 есть, да. Да, 3592. Слушайте, по температурам очень интересно мне посмотреть, что будет. Процессор в среднем 63-64, выше 70 не поднимался. В пиковом значении при рендере 97 градусов. Это серьезная заявка. Вот я должен это говорить. Но мы, в принципе, для рендера его и не рассматриваем. То есть это у нас
Да, видеоредактирование. Для видеоредактирования он абсолютно не подходит, как я уже и говорил. И хотя GPU у нас не грелась, то процессор нагрелся, потому что приходилось работать на программном кодировании, грубо говоря. И фоторедактирование тоже у нас вываливалось, это CPU clock, фоторедактирование вываливалось 70, 60, 70 градусов. Это как бы вообще не критично. Самое критичное это у нас видеоредактирование и видеорендеринг, то есть до 98 градусов. Поэтому видео на нем рендерить не то, что не рекомендую, вот практически нельзя. Но при этом в других вариантах работы он нигде там не грелся выше 70 градусов пиково. Это вам стоит это учитывать. За такую цену, я вам скажу, можно работать, но это не лучшие показатели, которые я видел. Давайте попробуем спид-тест. Стартанули. На LAN RJ45 это чистый гигабит, тут как бы вопросов у меня не возникает. Сейчас попробуем, конечно, Wi-Fi, но с Wi-Fi у меня были вопросики. А что он здесь хочет обновлять? Или он хочет сказать, что... Что? Ух ты, обновление 24.2 на него даже пришло. Ладно, то такое дело. 900 на 760 это по кабелю. На 780 даже. Хорошо, с этим он справился. Сейчас мы включим. Давайте Wi-Fi-чик. Давайте подключим. Тут у меня возник интересный вопрос. Дело в том, что он упорно не захотел подключаться к Wi-Fi 7 роутеру. По крайней мере в 5 гигагерцовом диапазоне. Сейчас посмотрим. Так, подключился. Давайте 5 гигагерцовый Wi-Fi-чик пробуем. Стартанули. Ну, давай, сможешь, мы верим. Нифига. Хотя показывает Connect 866, 149 канал. Он просто его не ест. Ему нужно выставлять принудительно 36 канал. Тогда он будет работать. Это вот на DFS каналах он работать отказывается. Сейчас попробуем на нижних каналах выставить. Да, на нижних каналах тоже не работает. Ладно, мы это учитываем, что с Wi-Fi 7 роутер не дружит. И, конечно же, платформа уже немножко устарела. С Wi-Fi-чиком есть какие-то моменты. И моменты появились после того, как я установил SSD-диск. Ну, вот есть как есть. Давайте вернем обратно наш LAN RJ45. При том, что Wi-Fi, когда я дома настраивал на обыкновенном Wi-Fi 6 роутере, он действительно нормально, неплохо работал, но при этом скорость нас не жаловала, там было порядка 300 мегабит, не более. Но опять же, я должен вам говорить всю правду, все должен показывать, как оно работает. Так, вернули LAN RJ45, давайте проверим, наверное, знаете что, проигрывание 4К видео. Офис элементарный, а тут больше нечего, потому что на таком компе делать абсолютно нечего. Давайте 4К Geoplaces. И здесь дикую реку сейчас включаем. А где моя дикая река? Дикую реку включили, а вот видосики он... ну давайте 720p, давайте сначала 1080 или это 1440. Слушайте, 2К тягает, без особых дропов. Да. А давайте попробуем 4К включить. 4К тоже без особых, там есть какие-то одиночные дропы, но 4К 24 FPS, например, для просмотра фильмов будет очень даже спокойно тягать. Смотрите, то есть минимальное количество дропов, то есть для кино он подойдет. Для кино, для ютуба, на ютубе я вам скажу больше 2К, на таком мини-ПК вообще смотреть нечего. То есть вы его все равно к монитору подключите, правильно? И будет вам, скажем так, счастье. Спокойно он подойдет, например, для браузинга, для каких-то социальных сетей. Давайте там откроем какой-нибудь, не знаю, Amazon. Спокойно можно браузить, действительно на ShopView режимах очень даже неплохо, адекватно все это дело отрабатывает. Давайте какой-нибудь товарчик, заходим. Все отлично, смотрите, как достаточно быстро, то есть для браузинга подходит, вообще вопросов нет. По табличкам. Таблички это важный момент, то есть у нас есть такой тест по типу рекалькуляции Монте-Карло. Давайте вот это вот умножим на первую цифру. И вот эту мы разделим на 56, например. Да? Потом мы это берем и именно не копируем, потому что при копировании это все достаточно быстро делается. А именно растягиваем и создаем эффект рекалькуляции. Давайте так, на пару сот или на 1000 сюда. Там. Тым, мгновенно, смотрите. И теперь это надо все отметить.
Сейчас. Отметили и потянули на 1000 вниз. И смотрим, насколько быстро и справится ли он с такими задачами, например, с 8 гигабайтами памяти. Ну, давайте, вот на 1000. На 1000 будет достаточно большой массив данных, потому что теперь, когда копирует, он просто берет значение, переносит, не учитывая формулы. Когда именно разносишь, все, практически мгновенно, смотрите. То есть практически мгновенно большие массивы данных и не тормозит, не лагает, ничего. То есть рекалькуляция действительно быстрая, и тест именно PC Mark 10 не подвел. Поиграть во что-то? CSGO забудьте, вы не сможете играть, то есть там Counter-Strike. Какие-то старые игры, ну давайте Tomb Raider загрузим, там элементарно, но это старый Tomb Raider. Давайте посмотрим, будет ли там что-то нормально работать. Кстати, в танчики можно будет поиграть на этой штуке. На минималочках танчики пойдут. И что мы имеем? Мы имеем достаточно нормальный показатель для игры. Здесь даже FPS нет смысла мерить. Если здесь что-то работает, то его просто оно работает. Я вам скажу, особо здесь сильно не разгонишься. Кто играл в Лару Крофт, именно в Tomb Raider старый? А ну... Где тут кто-то? Кто-то должен быть. Смотрим. С добрым утром в голову одному. Блин, промазал. Все как обычно. А ну вылазь. Вот он. Словил стрелу. Давай, лови вторую. На. Ух ты, я промазал. На. Все, двоих завалили. Здесь еще тут стоит. На. Есть. На. Слушайте, ну нормальная тема, играть-то можно. Так что такие игры по типу Tomb Raider, стареньких, вы можете спокойненько поиграть. Давайте Half-Life 2 запустим, что ли. И уже будем проходить, резюмировать, потому что особо-то тут тестировать нечего. Это обыкновенный мини-ПК для обыкновенной работы. Посмотреть какой-нибудь видосик, попечатать в интернете комментарии и новости почитать. И поиграть в какие-то мега-мега старые игрушки. Так, Half-Life 2 так вообще отлично. Кстати, в Counter-Strike 1.6 можно поиграть, если кто помнит такую веселую игру. Ну, вообще здесь ни тормозов, ни лагов нету, поэтому... Стоямбочка, куда ты, блин, пошел? Иди сюда. Блин, да сколько у вас тут? Давай, иди сюда. Давайте чуть-чуть с монтировками, блин, с вами разберемся. Да нет, все нормально. Тут, вот я вам говорю, когда оно есть, и притягивать за уши никто этот мини-ПК не будет. Самый обыкновенный посредственный мини-ПК за своих там $100-120 без памяти, но тут надо учитывать, что вам придется еще SSD-шник докинуть, вам придется еще докинуть, допустим, сюда памятюшечки чуть-чуть, и будет, в принципе, рабочая такая лошадка. Хорошо, давайте прорезюмируем. Если брать и сравнивать, например, с Intel N100 серии, то это достойный вариант. Хотя за эти же деньги найти чего-то поинтереснее можно. Если брать Ryzen 7 3750H, то это вообще уже очень даже неплохо для работы. Но можно опять же извернуться и без памяти, и без... допустим, какого-то SSD-шника притянуть какой-нибудь уже на 6 серии, да, там 6900 на Ryzen 9, да, и это будет уже, там, пускай на 50-100 долларов дороже, но это будет поинтереснее. Хотя решать вам. Я в такой конфигурации могу порекомендовать. Мини-ПК не без каких-то проблем в плане там замены модуль нужен, доставить память, доставить SSD-шку, и уже там вы получите какой-то рабочий момент, но вы его получите в среднем дешевле. А если сравнивать с Intel N100 серией, то вы получите мини-ПК лучше для работы, чем, допустим, те же самые Intel. Рекомендую я его. Если у вас нет выхода и нет больше денег, туда я его могу рекомендовать. Взял бы себе, сильно сомневаюсь, я бы заморочился и чуть купил бы подороже. Ну а в целом, вы мое мнение услышали. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.